Приветствую всех леди и джентльмены. Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы в честь 2000 подписчиков на канале. Следующая наша цель 3000 подписчиков. Я думаю, благодаря этому видео вы узнаете обо мне чуть больше. Приступим. Первый вопрос. Как дорого обходится поддерживать такой великолепный внешний вид? Я о волосах, коже, ногтях и тому подобном. Я использую натуральный шампунь, бальзам плюс маска для волос. Натуральные шампуни так-то довольно дорого стоят. Для кожи крем для лица и штука, которая убирает всякие высыпания. Вообще очень решает питание ваше. Чем разнообразнее вы питаетесь, тем лучше состояние вашего тела. Ну и чем меньше вы едите всякую химию, типа там кока-колу пьете, чипсы. Самое банальное, что я могу привести в пример. Самое дорогое это еда, дальше идут волосы, потом кожа лица и ногти. Ногти, наверное, самое дешевое, потому что я использую лишь укрепляющий лак для ногтей и все. Следующий вопрос. Второй. Твое творчество стало одной из причин не сдаваться и продолжать следовать к своим мечтам. Как ты сам поступаешь? Твоя личность вдохновляет меня. Смотря на тебя и слушая то, что ты рассказываешь, я начинаю чувствовать себя увереннее и на душе становится легче. Такого не было очень долго, поэтому я благодарна за то, что ты есть. Пока мне не хватает смелости открыто в этом признаться. Тому и пишу анонимно. Ой, это так мило! Спасибо большое, что смотрите. Вообще, это вам спасибо за то, что вы смотрите мои видео. И что есть какая-то отдача. Это невероятно мотивирует заниматься дальше YouTube каналом. Спасибо большое. Буду стараться и дальше выпускать крутые видео. Как на личном фронте. Я раздаю крысожен и бимбо-крысожен. А кто такие крысожены, это уже другой вопрос, на который я ответил как раз в своем телеграм-канале. Подписывайся. На просторах ВК существуют группы, в которых вампиры ищут себе доноров крови. Это сумасшествие или среди готов с вампирским уклоном такое и вправду считается нормой? Это интересный вопрос, но я не могу за всех отвечать, но зато я могу ответить за себя. Я сидел в подобных группах в 2014 году и тайком хихикал, иногда переписываясь с этими якобы настоящими вампирами. Сейчас я уже не сижу в подобных группах, да и видимо масс-мода какая-то уже ушла. Эти так называемые вампиры, либо школьники-ролевики, которые всякие мега крутые демоны Лилит, но когда видят твои аватарки, просят обратить тебя в вампиров, что как-то мега тупо. Второе это маньяки, и третье это какие-то лютые неудачники, которые не могут привести свою жизнь и свою внешность в порядок. Лично я бы обходил подобные группы, кроме скуки вы там ничего не найдете. Привет, Ксандр, давно было интересно узнать, как начался твой путь в готике. Откуда возник интерес, какие произведения повлияли, в каком возрасте понял, что это твое? Извини, в каком-то из видосов рассказывал. Но мне правда очень интересно узнать. И еще вопрос. Как ты пришел к гот-субкультуре? Я объединил эти два вопроса и сейчас отвечу. Вы явно не читали мое интервью «Некрокультуре». Обязательно почитайте его, там я ответил на этот вопрос. Вообще я довольно давно начал увлекаться, еще с детства. Самое забавное, что мне всегда нравились злодеи. Например, была такая старая игра, ее вряд ли кто помнит уже, Кузя. Там была Сцилла, своего рода Эльвира такая. И когда была возможность играть за нее, я играл за нее. Это было офигенно. Повлияли и игры про вампиров, и фильмы. Legacy of Kain, например, Vampire the Masquerade Redemption и Bloodlines. Фильмы «Интервью с вампиром» 1994 года, «Дневники вампира» 1997 года, «Глоток» 2009 год. Там был как раз Элис Купер,
который играл вампира, ну, один из таких вампиров старой школы. Фильм такой шуточный на самом деле. Когда-нибудь я сделаю на него обзор. Малобюджетный и у нас толком неизвестный, потому что нормального перевода толком нет. Вампиры — это все-таки очень круто. И мне нравился образ Элиса Купера, когда он с начесом, и эти все шмотки вампирские в коже, это прям мега круто. Но, естественно, из-за малого количества бюджета и то, что мне было стремновато фотографироваться, фото толком нет. И я тогда еще сшил себе плащ из Dragon Age Инквизиции. Это был мой первый плащ вообще. Он, кстати, продается на моем Озон. Вы можете приобрести его. Планируешь ли тусовку на Хэллоуин? После трансляции спонтанно меня пригласили на тусовку, которую организовали друзья. Я сходил, потусил немножко, все замечательно. Было весело, поиграли в настолки. Привет, в первую очередь хочу выразить тебе респект, ты очень круто выглядишь. Но мне сложно представить такого человека на улице. Интересно, как люди реагируют, не бывает ли проблем с этим? Тебе привет, благодарю за похвалу. Я в первую очередь стараюсь красиво выглядеть для себя. И уже особо-то и внимания на окружающих не обращаю. Мне друг из Ростова подарил вообще офигенные беспроводные наушники. Я включаю музыку и иду куда-то по делам. Я просто иду мимо, поскольку как-то реагировать на их негатив у меня нет времени. Я довольно занятой человек. На каких музыкальных инструментах ты играешь? В одном видео у тебя басуха была. Может, на чем-нибудь еще? У меня действительно была бас-гитара, корд цвета морской волны. Где-то в 2019 году я решил избавиться от всех своих лишних увлечений. Я ее продал девочке, которая мечтала о бас-гитаре. Я надеюсь, она на ней до сих пор где-нибудь играет, и она в отличном состоянии. Тогда я бросил все силы на улучшение своих навыков шитья и улучшение качества своих видео. Не обращай внимания на всяких хейтеров. У тебя очень приятный и интересный контент. Желаю дальнейшего продвижения и успехов в твоих задумках. Спасибо большое, что смотрите. Я с самого начала создания своего канала не особо-то и был подвержен всяким хейтерам, а сейчас уж подобно не подвержен. Что самое забавное, хейтеры, возможно, уже давно в нормисов каких-то превратились, а мой канал, как видите, до сих пор жив и даже увеличивается. Еще раз спасибо, что смотрите. А это написал вообще какой-то рандомный, случайный человек, видимо, с ВК, либо откуда-то еще, где я оставлял ссылку на бота с анонимными вопросами. Ведь, судя по его реакции, он явно не знает, чем я занимаюсь и что я делаю. В твои годы адекватные люди строят семьи, бизнес саморазвивается. А ты фрик бесполезный. Тебя поддерживают такие же отбросы. Или альтушки мелкие. Кстати, о товарах. Остался последний месяц до Нового года, а вы до сих пор не знаете, что купить любимому человеку? В моем магазине на Озон как раз действуют предновогодние скидки на украшения, рубашки, мягкие игрушки и даже книги. Покупая мои товары, вы поддерживаете мой канал. Спасибо большое. Есть на примете кто-то, кто тебе симпатизирует? Какой-то особенный человек? Нет, у меня только работа в голове. И у меня весьма специфические вкусы на девушек. Крысожены! Каким ты представляешь себе идеальный день, когда все полностью устраивает? Во-первых, хорошо выспаться, утренняя зарядка, потом вкусный завтрак. Капучино, я его сам себе делаю. И во время кофепития я строю планы на день. В конце дня я подвожу итоги. Если выполнил планы, которые запланировал с утра, то день прошел идеально. Здравствуйте, много ли у вас год друзей? Как часто вы с ними общаетесь? Прям друзей немного, больше знакомых. Какие готические группы вы считаете лучшими? Тут имеется в виду музыкальные, скорее всего. Мне на самом деле много разных нравится. She Passed Away — это прям мой фаворит. Потом идут Lebanon Hanover, Twin Trips. На самом деле очень много всего. The Kiwi Bee и куча других. Привет, хотела сказать, всегда мечтала встретить на просторах интернета молодого человека, увлекающегося готикой. Желаю тебе удачи и достижения твоих желаний. Благодарю за поддержку. Рад, что ваша мечта исполнилась. Почему вы выглядите так шикарно?
Думаю, это из-за базового ухода. Мне тут сестра рассказывала, что использовать дезодорант и бриться, и духи – это уже мега достижение. Некоторые даже до дезодоранта не доходят, и мыло. В любом случае, я рад, что вы видите меня таким. Сандер, скажите, пожалуйста, вы серию рубашек сами отшиваете или делаете образец, отдаете его на фабрику для пошива? Если на фабрику, то скажите, нет ли трудностей при осуществлении заказа? У меня нет серии рубашек, я не отдаю его на фабрику. Все вещи делаются в единственном экземпляре, выставляются на Озон. Серию рубашек, одни и те же рубашки, я считаю, довольно скучно отшивать. Да и зачем? К тому же еще столько видов рукавов там можно сделать. Столько видов вырезов, не вырезов, рубашка, сорочка, это же все разное, и все надо экспериментировать. Я не могу удержаться над тем, чтобы не экспериментировать. Вот и закончилась первая часть ответов на вопросы. Вам обязательно нужно нажать лайк, ведь без 100 лайков и 1000 просмотров я не смогу снять вторую часть. Поэтому обязательно покажите это видео всем своим друзьям. Обязательно, это ультра обязательно, мега обязательно поставить лайк под этим видео, а также написать комментарий, что улучшить, что показать еще. И обязательно подписывайтесь на мою группу в Телеграме. Все ссылочки будут в описании. Еще увидимся. Пока!